Пару лет назад я приобрел однушку на стадии строительства. Срок сдачи дома в эксплуатацию был отложен аж на 1,5 года, что, впрочем, меня не сильно огорчало, так как с наступлением очередного кризиса заработать деньги на отделку квартиры стало намного сложнее. Не могу вспомнить, каким образом, но мне захотелось сделать квартиру в стиле лофт. Долго изучал фотографии интерьеров на сайтах о дизайне, подмечал для себя, что нравится, а что нет. Лофт предполагает большое пространство, высокие потолки и окна от пола. К несчастью, высокие потолки и окна от пола – это не про мою новостройку. Одним интересным желанием стала возможность иметь отдельную спальню в однокомнатной квартире. Изначально думал отгораживать кровать стеклянными перегородками, но это спальное место все равно съедало много пространства. Выход нашелся неожиданно. Коридор в квартире по площади был сопоставим с отдельной комнатой. Грамотно его разделив, удалось получить отдельное небольшое помещение для спальни и все еще достаточно просторный коридор. Забегая вперед, скажу, что все материалы, инструменты и тому подобные вещи я покупал у импортеров или производителей, и, как правило, даже по оптовым ценам. Когда сравниваешь это с ценами в магазине, волосы встают дыбом, наценка у некоторых продавцов доходила до 300%. Когда квартира была достроена, можно было приступать к отделке. Составив смету работ и прикинув, что заработанных за время достраивания дома денег должно хватить, я приступил к отделке с привлечением строителей. Начал, разумеется, с разводки сантехники и ванной комнаты в целом. По завершении этих работ я понял, что все сметы можно смело умножать минимум на 2 раза. На практике строители найдут, чем себя занять и за что взять больше денег. С этого момента я понял, что лучше, чем сам, не сделает никто и в финансовом плане, и в плане качества. Благо, я смог себе позволить взять отпуск на 2 месяца. Разводку электрики помогали делать друзья, которые связаны с электромонтажными работами. Хотелось продумать все досконально, чтобы хватило розеток при различных вариантах расположения мебели. Да и по свету на этапе разработки дизайна у меня было много идей. В итоге у меня получилось больше 60 точек, что очень много для однокомнатной квартиры. Следующим этапом стала отделка стен. По проекту все стены от пола до потолка должны были быть выложены декоративным камнем под натуральный кирпич. Пригласил знакомых строителей, и первую партию камня укладывали они, а я наблюдал за ними и изучал технологию. В дальнейшем я решил продолжить укладку самостоятельно. Через полдня работы уже чувствовал себя уверенно. В стену, смежную со спальней, врезал стеклоблоки, поскольку там нет естественного освещения. Да и с точки зрения дизайна это смотрится намного интереснее. Сверху сделал неяркую светодиодную подсветку, снизу деревянный подоконник. В коридоре, спальне и гардеробной на пол была уложена плитка, поскольку там я сделал теплый пол. В студии уложил ламинат. Долго не мог определиться с потолком, но в итоге выбор пал на матовый натяжной потолок с фактурой под штукатурку. Между несущими колоннами под потолком я решил сделать фальшбалки под дерево. Потолком, конечно, занимались специалисты, вентиляцию прокладывал сам. На стены в коридоре, спальне и гардеробной изначально хотел нанести декоративную штукатурку. Отговорили меня от этой идеи сами же мастера. Сказали, что из-за небольших объемов и большого количества слоев получаются золотые стены, и посоветовали подобрать хорошие обои. В итоге так вышло даже лучше. В спальне все же уютнее с обоями, а в коридоре я поклеил голландские обои под штукатурку, как и хотел. Вот вроде и закончилась отделка, но на волне эйфории я решил сделать даже то, что не планировал изначально – утеплить и зашить лоджию. Поскольку в дизайне всей квартиры использовались только натуральные фактуры, решил зашить стену со стороны улицы деревом. Саму стену со стороны улицы и пол утеплил изовером, а еще уложил на пол неламинированную ДСП. В одном из углов балкона сделал подиум из таких же состаренных досок. Он имеет 2 назначения. Во-первых, внутри можно хранить вещи, во-вторых, планирую поставить на него диванчик со столиком. На пол постелил покрытие из искусственной травы. В сочетании со старинным деревом смотрится очень свежо. Собственно, утепление лоджии и пробудило во мне желание творить дальше. Полностью закончив ремонт, я принялся самостоятельно изготавливать мебель и люстры. Стиль лофт располагает к творческим начинаниям. В нем не должно быть все идеально, иначе это будет выглядеть искусственно.
На самом деле по декору еще много чего предстоит сделать, пока квартира смотрится достаточно сыро. Необходимо добавить детали, такие как вазы, цветы, свечи и тому подобные вещи. Тут тоже есть поле для фантазии. Итак, друзья, а что вы думаете о таком необычном ремонте однокомнатной квартиры? Напишите свое мнение в комментариях, будет интересно. А с вами был Бариман, всем добра!